Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сразу хочу вас предупредить то, что я полчаса назад проснулся, сходил в душ, попил кофе, и чтобы вас долго не оставлять без контента, сразу сел для вас как бы записывать топчик какой-то. Но здесь, знаете, что мы видим? Во-первых, мы здесь видим обалденные легендарки. Видим обалденные реликвии под легендарки эти. Ха-ха. У меня есть пару идей, что я хочу здесь реализовать. Но, во-первых, мне хотелось бы сыграть через 5 драконов и какой-либо жесткий прокаст. Ну, а второй момент, мне бы хотелось сыграть через шаманов, потому что я вам не показывал шаманов в текущем патче. И вот, я считаю, что шаманы — это одна из самых топовых метовых сборок. Если что, игру я начинаю вместе с Марком. И сразу хочу вам сказать то, что сегодня в 6 часов вечера будет стримчик по ТФТ, поэтому всех жду, обнял, приподнял, запасайтесь вкусняшками и так далее и тому подобное. Почему я считаю, что шаманы одна из метовых сборок? Ну, об этом мы поговорим потом, потому что сейчас я должен сказать вам одну самую топовую фразу. Да, вы ее все прекрасно знаете, говорю ее всегда и постоянно. Присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Все. Почему я считаю, что шаманы это одна из метовых сборок? Но тут как бы гадалки не ходи, это из-за того, что предмет второго тира перенесли в первый тир. Это шапка. Шапка, она же шляпа, шляпа безмятежности, вот это вот. Короче, шляпа безмятежности. Она дает плюс одну к цене продажи, то есть плюс одну монетку к цене продажи. То есть если у вас шаман по цене продажи 4 монетки, то, соответственно, с этой шляпой он будет 5 монет стоить. Ну, а это, соответственно, для шаманов перевоплощение плюс 2 монетки. То есть он будет перевоплощаться в фигуру, которая стоит за 2 монетки. О, за 7 монет. Вот ты 2 монетки. Блин, ну, у меня, конечно, сильный стол, но, если честно, я хочу вот так вот в лустрик встать. Я хочу максимально хорошую сделать себе экономику, не пытаться как бы бодаться со своими противниками, а вот тупо выйти в деньги, взять аптечку и кайфануть. И кайфануть, потому что, как мы видим, у моих противников там столы прям такие, песня. Поэтому я уверен, что я принял верное решение, что стал на лустрик. Притом я буду шапки собирать. Шапки мне нужны, да. Буду коллекционер шляпок. Вот. Во-первых, ну, по поводу шапки это понятно, да. Второй момент. Они бафнули шаманов тем, что они теперь 1 секунду перевоплощаются. Раньше они перевоплощались 1,5 секунды, кто вдруг не помнит, кто забыл. Я вообще на самом деле думал, что шаманы перевоплощаются со скоростью 2 секунды. Потому что был какой-то патч, где они перевоплощались 2 секунды. Я тогда очень жестко горел на эту тему. Ну, не то чтобы горел, а прям... Ну, прям у меня пена у рта была, потому что, ну, это разработчики не играют в эту игру, чтобы делать вот такие вот балансы. Ну, и вот сама суть в том, что сейчас шаманы перевоплощаются 1 секунду, за это лайк и респект. И второй момент это... Точнее, третий момент, потому что первый момент это шляпки, второй момент это скорость перевоплощения, ну а третий момент это то, что появился новый герой Дюк. Легендарный герой, который может 3 рандомные расы получить, классы, 3 рандомных класса может получить, то есть там рыцарь и тому подобное. В этой игре же он получил себе шаманов. И вот прикол в том, что у этого Дюка нет маны, и он с 0,1 секунды кастует свою способность. Для шаманов это то, что доктор прописал, понимаете? То есть ваши шаманы моментально перевоплощаются. Это ж вообще 10 из 10. 10 из 10. Четко? Да. Еще есть такой вот момент, это 4-й пункт я назову, это то, что есть реликвия ящик азарта, и вот этот вот ящик азарта может вам принести легендарную фигуру, которой в целом в игре нету этой. И это на самом деле довольно-таки жесткое изменение, которое может даже поменять некий баланс. Вот просто представьте, для вашей сборки не хватает одной фигуры, которой нету в игре. Вот условно играете на шаманах, и вы такие, блин, да нету этой легендарки, что делать теперь? Ну, 10 фигур раскрыто, что делать? Что делать? Муравьеву кое-что приделать, это понятно. Ну а так, у вас есть ящик азарта, вы берете ящик азарта, и с некой вероятностью вы можете получить шаманчика легендарного. Топчик? Я считаю, да.
Зачем разработчики так сделали с ящиком азарта, в душе не чаю. Мне там, кстати, в комментариях писали о том, что, типа, ящик азарта и раньше так работал, потому что он доставал фигуры, которых не было, типа, в игре. Ребят, не работал он так. Он не работает, этот ящик азарта. Я спросил у многих людей, которые задротят в эту игру по полной программе, нам чуть ли не по 10 игр в день делают, и они говорили, что ящик азарта такого прикола не было с ящиком азарта. То есть он не доставал те фигуры, которых не было в целом в игре. Он доставал только те фигуры, которые есть в игре. Фигуры нежити мы не считаем в пул, потому что они всегда есть. То есть это некры и спектра, они есть всегда в игре. Просто их достать надо, достать сложно, через пак мертвецов надо. Вот. И, соответственно, вот этот ящик азарта — это сломанная реликвия, которая в действительности может хорошо поменять игру. В моменте просто, моментально. Да, ты там, если даже получишь фигуру, не факт, что ты ее соберешь в 2 звезды, но напоминаю, что у нас же есть ящик азарта еще раз с помощью отмотки времени. И второй момент — это есть Мамора, с помощью которой можно собрать эту фигуру в 2 звезды. Ну, как бы да. И вы знаете, что я сейчас осознал? А как же будет Мамора работать? Вот я только что это проговорил, но я сначала не подумал, как будет Мамора работать. Вы сейчас спросите, а в смысле, о чем ты задумался, типа? Как работает Мамора? Мамора работает сейчас от количества фигур в пуле. То есть она не будет становиться больше, то есть не будет возвышаться и тому подобное, если в пуле закончились, соответственно, герои. То есть вы, допустим, там фигуру фиолетового тира закинули, их там 10 штук всего, и собрал кто-то его в 3 звезды, все, Мамора становится в развитии. И вот мне вот интересно, а если засунуть вот эту вот фигуру, которую вы получили, легендарную, с ящика азарта, которую нет в игре в целом, как это будет работать? Будет ли Мамора поднимать его в 2 звезды, в 3 звезды? Ну и по факту же никто не сможет собрать эту фигуру, а значит конкуренции нет, а значит Мамора должна хорошо себя чувствовать. Тут, кстати... Либо это сейчас будет ничья, либо я проиграл. По-моему, я проиграл. Четко. Четко. Кристалл маны плюс 50 отлично сработал. Ставлю лайк. Четко. Хорош. Ну и разброс урона сработал. Потому что... О, панночка. Можно сейчас взять клевер, и дай бог мне выпадет еще и генерал. Вы прикиньте, если мне сейчас выпадет нефритовый генерал. Не, ну это, конечно, слишком уже как бы сильно губу раскатил, то, что мне генерал выпадет. Единственное, что мне выпадет, это магическая панда. Генерал мне вообще не падает, как бы, да. Ну, это по закону подлости. Был у меня, короче, период времени, где я почти, ну, месяц 100%, ну и, наверное, половину еще одного месяца было, где я генерала тупо не мог собрать вообще ни в какую. Я пытался каждый день, брал эти панды, как бы я там ни пытался, как бы танец с бубнами не делал. Даже с помощью ящика азарта я пытался этого генерала собрать. И вот больше месяца точно я не мог собрать этого генерала. А потом в моменте я просто раз генерала, 2-3 генерала, 3 генерала собрал. И прикол в том, что я не все ролики выложил с этим нефритовым генералом, потому что, ну, показывать вам нефритового генерала каждый день, ну, я думаю, это был бы бред. То есть у меня, чтобы вы понимали, еще оставалось 2 ролика с нефритовым генералом, но из-за того, что это было бы повторение, я из-за этого не захотел выкладывать их. Ну, потому что вряд ли вы бы хотели смотреть нефритового генерала через кулон плюс посох 3-го тира 3-4 дня подряд. Ну, думаю, как бы да. Ну, короче, пару роликов я по итогу удалил, потому что старый патч еще был. Ну, короче, вы поняли. Вот. Почему еще... Вот, кстати, надо будет сейчас обратить в этой игре, вот я как бы сейчас еще задумался о том, что хотел сказать, но сейчас понял, что, возможно, это так не работает. О чем я задумался? Смотрите. Бог рандома, дай мне реликвию. Реликвию, пожалуйста, аптечку. Аптечку дай мне аптечку. Отлично! Еще и котла присумонил. Отлично, отличненько. А где мой баф людей? Может кто-то мне сказать? Я хочу баф людей. На самом деле сейчас у меня ситуация обалденная. Смотрите, у меня 6 лустрик. У меня 74 хп, куча баночек. Еще и реликвия аптечки. Имба? Имба. Кольцо мы оставляем. Кольцо будет это триггером для, соответственно, перевоплощения моих шаманчиков. Топчик. Друидов, кстати, тоже что-то не наблюдается. Ну, вот как бы на горизонте не видно. Я поставил сейчас маленькую цветку. Ладно, продам ее, короче. Хотел сказать...
Ой, ну, я думаю, все и так прекрасно понимали, зачем я поставил маленькую цветку, но я ее решил продать, потому что там типочек тоже на лустрике сидит, а я хочу быть в максимально хорошей экономике. Максимально хорошей экономике, чтобы у меня было 7 и больше поражений, чтобы я получал плюс 3 дополнительные монетки, потому что плюс 3 дополнительные монетки это, соответственно, плюс чуть-чуть уровня, как-никак. Кто вдруг не знает, за серию поражений вы получаете доп. Золото. Начиная с 5 поражений вы получаете плюс 1 монетку, с 6 плюс 2 монетки, а с 7 плюс 3 монетки. Я могу, конечно, ошибаться, но если что, в комментариях поправите. Но суть такова, то что с 5 поражений вы получаете дополнительную монетку, с 6 2 монетки, с 7 поражений 3 монетки. Так, я вот что задумался. Шаманы, когда будут перевоплощаться в легендарные фигуры, они будут перевоплощаться во все фигуры, которые в целом в игре есть, или только на определенную вот эту вот игру, имею в виду, вот сейчас у меня тут есть 10 раскрытых легендарок, вот только в них они будут перевоплощаться, или во все, которые только есть в игре. Вот такой вот у меня вопрос сейчас в голове возник. Я сначала хотел сказать, типа, да, это 100% так, но сейчас я так подумал, что, скорее всего, это не так. Ну, надо будет сейчас проверить. Вот тоже обратите на это внимание. Будут ли сейчас у меня шаманы перевоплощаться в легендарные фигуры, которых в целом нету в игре. Кстати, забыл сказать, играю эту игру вместе с Марком. Марк это мой утяжелитель. На чем он играть будет, не знаю. Также я там увидел сейчас кучу людей, которые взяли аптечку священника. Да. Кстати, хочу обратиться к подписчику Беннисону. Я не могу почему-то нормально выполнить этот челлендж. Он вроде бы простой, этот челлендж. Это хаотичный договор плюс отмотка времени. Забудете занять топ-1. Мне не падает почему-то. Вот я как выберу хаотичный договор на 10 раунде, мне на 20-м не падает отмотка времени. Или наоборот, падает отмотка, но хаотичный не падает. Это такой бред. Поэтому я извиняюсь за то, что очень долго не могу выполнить этот челлендж. Марк тут, конечно, козел немножко. Сломал мне лустрик. Ну ладно. Ну ладно, мы с тобой встретимся еще. Вот поверь, мы с тобой встретимся. Мы с тобой пообщаемся еще детальнее. Также почитал ваши комментарии, ребятки, под предыдущими роликами по поводу того, что типа, Саня, ты пробовал эгиду реализовывать? Нет, я ее не пробовал. Ее сейчас намного труднее реализовать, чисто из-за того, что посох 3-го тира жестко нерфанули. Вот... Тяжело на эгиде сейчас играть, потому что посох тебе нереально настакать, плюс эгида сама по себе умирает, когда там у тебя неправильная сборка, поэтому эгиду так себе собрать. Также почитал комментарии, спасибо вам, ребят, за фидбэк, сразу хочу выразить. Вот это вот формулировка фразы. Спасибо вам за фидбэк, сразу хочу вам выразить. Хотел сказать благодарность. Класс, молодец. Короче, хочу выразить благодарность за то, что вы отписали мне. Отписали за то, что, типа, Саня, давай воинов. У меня есть одна игра, сразу хочу вам сказать, я уже ее записал, но там она не такая, которую я говорил. Я там хотел реализовать вам щит 2-го тира и, соответственно, Хускара собрать жесткого. То есть настакать миллиард стаков и собрать Хускара. Почему именно Хусик? На самом деле, охренеть. И Эмбер, и Дракончик выпал. Лучше бы Генерал, конечно, выпал. А как же магическая панда? А, кстати, а в целом, где мои шаманы? Я сейчас что-то не понял, где в целом мои шаманы? У меня только один шаман лавы. Чё за бред? Обидно так-то. Обидно. Короче. О чем я? О, ну все. Эта фляга точно течет. Эта фляга точно течет. А, по поводу Хускара. Почему именно Хускара я так хочу вам показать? Потому что, смотрите, если вы соберете его в 3 звезды, во-первых, у вас есть пассивный хэп-реген, во-вторых, у вас есть пассивное магическое сопротивление. И вкупе с воинами, со всей вот этой вот темой, то Хускар может быть натворить такого движа. И на самом деле то, что от вашей брони наносится 170% чистого урона. Да, воинов на самом деле очень легко контрить. Тут как бы без вопросов. То есть находите тупо перчатку 5-го тира, и все, вы законтрили. Но вот хочется вам чисто показать этот контент. О, Эмбер мне сыпется, что не в себя. Может Эмбера реализовать? Может, ну его нахрен? Сложно. Ладно, пока что я не буду ничего делать. Не буду спешить. Еще клевер, отлично. На, Эмбер, держи.
Держи аптечку. Кстати, мне очень приятно слышать, точнее, слышать, да, слышать, читать ваши комментарии насчет того, что вы меня все ждали, насчет того, что очень-очень долго, и как же это было сложно без моих роликов. Спасибо, ребят. Очень приятно это читать, правда. Не передать словами, насколько это приятно, что меня так ждали. Спасибо огромное за поддержку. Так, что-то я еще хотел вам такое рассказать. Я хотел спросить. У меня последним временем, то ли это я на уши оглох, то ли что, мне кажется, что мой голос в роликах, он какой-то тихий. То есть такое ощущение, что нужно бы подкрутить соотношение игры и моего голоса, то есть сделать погромче. Поэтому напишите мне в комментах, это моя паранойя или в действительности оно так. Добро? Добро. Рыцари тут собираются. Маги дракона, кстати, собираются. Легионочка. Я еще, кстати, просил под предыдущими роликами, чтобы вы написали в комментариях, кого я забыл вам протестировать, проверить, как бы показать вам из предыдущей меты, как они работают в текущей мете. Также мне говорили, типа, Саня, запиши ТБшку. Ребята, я пробовал. Моя нервная система может не выдержать этих проб записывания ТБшки. Поэтому будет хорошо ТБшка идти, я его запишу обязательно. Если ТБшка не будет идти, я его записывать не буду. На самом деле ТБшка в текущем мете будет себя хорошо чувствовать, как и ДК, как и все, кто перевоплощается по сути. Почему? Потому что когда они перевоплощаются свои способности, то есть ДК превращается в дракона, ТБшка превращается, точнее перевоплощает всех вокруг, то все они теряют дебаф к нежити и дебаф к магии. Так, это важный момент такой, то что они все скидывают с себя дебаф вот этот магии с обледенением, с минус сопротивлением, с минус хп. И это сильно на самом деле, типа, можно это использовать будет. А я-то думаю, где же мой тролль-шаман? Вон он, в 3 звезды собранный у рыцаря. Зачем он его только собрал в 3 звезды, я не понимаю, но допустим. И там, кстати, Марк нашел моего дюка. Понял тебя, услышал. Обидно. Кстати, поставьте ролик на паузу и напишите в комментах, сколько я сейчас хп восстановлю. Давай, 10 баночек, 27 хп было. Не, ну в принципе 35 хп восстановить с 10 баночек это нормально. Почти каждая баночка восстановила мне 3 хп. Да это четко даже. Хотелось бы, конечно, больше, но спасибо, и так сойдет. Ну, в принципе, ладно. Ладно. Опа, усиление. Добрый вечер. В моем случае добрый день. Не знаю, мне что-то Эмбер перестал идти, поэтому я буду продавать. Пусть пока что еще Эмбер один стоит. Потому что, ну, мало ли мне выпадет генерал, и мне намного проще будет собрать этих шаманов. Кстати, сейчас, ребят, по поводу импресски. Рок войны первого тира на импресску не работает. То есть она никак не усиливает эту импресску. И это на самом деле, типа, печально, обидно, грустно. Прям как мне сейчас баночка восстановила 1 хп. Я даже не знаю, что взять, если честно. Мне хочется взять и талисман магии. Потому что, ну, мало ли мне на 25-м раунде с мобов выпадет посох 3-го тира, я закирю импресску себе спокойно. Хотя импресска стакать этот посох не будет, потому что она будет перевоплощаться, соответственно, стаков не будет, можно и не ждать. Блин, ну такая головоломка у меня, конечно, сейчас. Не знаю, как лучше поступить, если честно. Может, все-таки взять этот талисман магии, потому что... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что мне пришло? Ой-ой-ой. Сюда эту прикормку. Сюда. Такое мне нравится. Генеральчик на связи. Добрый вечер. Четко? Я думаю, да. Шаманов нету? Ну, это плохо. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Блин, не знаю, что взять. И либо взять вот эту вот хрень, которая дает мне плюс... Ну, который можно вот этот кристаллик переработать. Сразу в другой тир.
Либо же все-таки... Ладно, я не буду спешить. Так вот, с Эмпреской сейчас немножко по-другому играем. Мы в нее посох Рок войны первого тира мы не засовываем, но мы все так же делаем ее керри, потому что это один из сильнейших героев. На него работает Бессмертие. Не помню, работает ли на этого героя Наследие Духа... Да не, ну ты угораешь. Не, ну мне, конечно, нужен еще сейчас один герой. Шаманов. Я тогда смогу шаманов собрать. Фул шаманов собрать. Но все же. Ладно, я возьму кулон магии. Это универсально будет, потому что, ну, мало ли там будут войны какие-то, либо что-то еще. Но будет сложнее намного. И вот так сделаю. Четко? Четко. Так, мне нужно парочку шаманов. Парочку. Пожалуйста, дай мне парочку шаманов. Ну дай мне шаманчиков. Ну дай мне шаманчиков. Ну, минер тоже классно, кстати. Ладно, вместо эмберов поставлю. Вот забыл расстановку немножко нормальную, адекватную сделать. Но эмберов я удаляю. Они мне не нужны. Короче, немножко поменялся геймплей на шаманах. Он немножко поменялся. По сути, все осталось так же самое. Вы не перерабатываете предметы до той степени, пока вам, ну, не нужно. Точнее, пока у вас не будет жесткий перебор по предметам. Если у вас будет жесткий перебор по предметам, то только в таком случае мы можем, соответственно, перерабатывать предметы. Во всех остальных случаях, ну, это вам нахрен не надо. Серьезно. Опа, Мамора. Здорово. О, Дюк. Дюка закинем в Мамору, заобузим его. Ай, не получилось. 1 из 9. Обидно. Опа, шаманчик. Опа, сюда. Не, ну сейчас все четко. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока идет все так, как я запланировал. Можно фулгорн поставить, кстати. Хотя такое, не буду пока фулгорн ставить, в этом нет смысла. Блин, вот хочу договорить свою мысль. И вот это отвлекающий маневр в виде хороших приходов меня немножко напрягает. Ну ладно. Так, о чем я говорил? То, что немножко поменялся геймплей на шаманах. Немножко. Но на самом деле шаманы стали намного серьезнее, намного сильнее, намного жестче. Да, мы больше не керим по обычному эмпреску. Но все равно она остается такая, как и была. Мы ее делаем керри основным. Закидываем ей хорошие, мощные предметы. Желательно на урон, там все такое. То есть вот это вот все мы оставляем. Делаем ее полноценным керри, который просто будет с руки наваливать. Почему так? Потому что ваши шаманы, они живут определенное время. Они немного и недолго живут. Поэтому... Да, там они, если что, пофиксили, что эмпрески теперь на первом уровне живет 10 секунд иллюзия, на втором 20 секунд, на третьем 30 секунд. Типа, ну, жестко как бы понерфили эмпреску, но все равно мы делаем ее керри, потому что она с руки будет наваливать. И при этом всем, когда ваши шаманы перевоплотятся, они живут определенное время. И, соответственно, пока они живут определенное время, ваша эмпреска с теми предметами, которые вы выбрали, просто навалит движа. Ну и, соответственно, мы делаем ее... с такими предметами, которые мы считаем, что помогут нам по игре. То есть, если против нас жесткие маги, японский бог. Если против нас жесткие маги, мы, соответственно, берем шар бездны. Если против нас нету магов, то мы делаем уже по-другому. То есть, ну, как это правильно-то сказать? Просто воображение зашкаливает, серьезно. То есть воображение, возможности те, которые сделать можно с этой импреской, они реально зашкаливают. Обидно. Вот урок войны выпал. Ну, а взять его это не могу. Он не работает, потому что... Обидно. Опа, хитрец. Кстати, мне нравится, как хитреца переделали. Просто посмотрите, с какой скоростью хитрец летает. Ну это ж не, ну это ж вообще бред. Мне вот, знаете, что еще интересно? Надо будет как-то попробовать хитреца этого собрать и посмотреть, будет ли он уклоняться от способности во время своих вот этих вот полетов. Очень интересно. Так, Хана мы соберем в 3 звезды, чтобы он был, чтобы на себя, если что, перекидывал львиную долю дебафов. Дюк, здорово.
Дюк, здорово. Так, минеров продаем. И вот так вот делаем. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Можно поставить сейчас фулгорн будет себе. Ну, богов уберу, боги не нужны. На следующем раунде реально можно поставить будет себе фулгорн, чтобы чувствовать себя еще намного лучше. Вообще классно. Ну, вот, кстати, мне в комментариях писали о том, что, типа, если ты получаешь дюка с друидами, охренеть, и посох выпал, и скорость атаки. Ой-ой-ой, еще яйцо выпало, вообще топчик. Не знаю, я возьму посох. Ну, как-никак, он хоть что-то, но будет усиливать. Шапку надо будет перекинуть. Тебя перекину пока что. Ману тебе оставим. Еще одна импресска. Чисто по приколу в 3 звезды собрать, а? Меня бесит то, что надо друидов выставлять на стол. Вот очень меня жестко бесит то, что надо друидов выставлять на стол. Зачем разработчики так сделали? Черти, а не разработчики. Ладно, я поставлю фулгорн. Мне кажется, так будет профитнее сейчас, чем у меня будет 2 генерала стоять. Еще, кстати, хочу такой вот момент подметить, то, что теперь импресска использует волшебное зеркало и некромикон. То есть тот дубликат, который появляется с ее способности, она использует и волшебное зеркало, и некромикон. Поэтому у вас куча иллюзий, у вас, соответственно, куча зомбарей. И вот надо будет обратить свое внимание, когда будет появляться импресска с волшебным зеркалом и некромиконом, будет ли она использовать в шаманах. Если она и в шаманах будет это использовать, ну это ж вообще пушечка. Это будет полный развал. Я бы хотел сказать, если это будет полный разъи. Но не буду говорить так. А яйцо я закину, кстати, вот генерала. Что-то я туплю-люблю. Генерала яйцо не закидывал. Ну, теперь это пушечка. Вот теперь это хорошо. Ну, что я хочу сказать вам, ребят. Усиливаемся пока можем. Усиливаемся пока можем. Может, и в уровень стоит будет пойти. Ну, посмотрим, как оно будет там все складываться. Может, и в уровень пойду. Марк здесь через горного вождя играет. Помянем Марка. Прости, Марк. Так, напомню, то, что на шаманов мы предметы, если что, не переделаем там в 3-й, в 4-й тир. Мы их только переделаем тогда, когда это в действительности необходимо. То есть, когда у вас уже переполнены предметы, вам некуда что-то засовывать, и вы переделываете предметы. Насколько профитно там в легендарке переделывать и тому подобное, это нужно смотреть по ситуации, сколько у вас лишних предметов останется. Но я считаю, что особого смысла переделывать в легендарные предметы нету. Почему так? Смотрите. Когда вы собираете 6 шаманов, ваши предметы 1-го тира становятся предметом 3-го тира. А предметы 3-го тира становятся, соответственно, предметом 5-го тира. Да, рандомно, но все же. Ну, прикольно, конечно, сделать импресску керри с нужными предметами. Да, тут прикольно, соглашусь. Но нужно смотреть, насколько это реально профитно будет. Ой, прости, парень. Прости, парень. Минус 25. Опа, магическая панда. А я тебя ждал. А я тебя ждал, я тебе вспоминал так-то. Я, правда, думал, ты вначале придешь. Ну ладно. Что я могу сказать? Мы можем идти тупо в уровень. Да, можем скопить денег и идти тупо в уровень. Еще что я хочу сказать, это то, что мне что-то плохо идет шаман лавы и плохо идет солнечный шаман. Почему так? Я не знаю. Чел на 3-м месте непонятную сборку собирает. На 1-м месте дракон бог. А вот это больно.
Я как бы магов не боюсь, потому что шаманы перевоплощаются и полностью теряют дебаф к магии. Вот я больше боюсь Марка, который, если найдет себе Аганим, он же будет меня в вечном контроле держать. Вообще, ребят, если у вас выпала импресска и выпали предмет 3-го тира Арканцы, который дает по области плюс 40 маны, считайте, вы выиграли джекпот. Благодаря импресске у вас будут по области... Чего? Марк, прости, конечно, но я сейчас увидел такую тему, что импресска перевоплотилась в трехзвездочную импресску, и эта импресска вызвала дубликат себя. Охренеть! Надо будет сейчас понаблюдать за этой темой. Если так и дальше пройдется, то это очень жестко же, не? Ребят, сейчас тоже наблюдайте. Это очень интересно. Так вот, если вы с 3-го тира достали арканцы, это тот предмет, который по области дает плюс 40 маны, считайте, что вы выиграли джекпот, и у вас есть импресска, то вы в двойной джекпот выиграли, потому что благодаря этой импресске у вас по области с помощью этих арканцов будет плюс 120 маны. По сути, вы можете колечко 1-го тира не использовать для того, чтобы все ваши шаманы там прыгали и перевоплощались. Просто по области даете 120 маны, они все кастуют, это очень жестко, ребят. Просто альтернатива драконам. Двойным... Естественно, хитрец еще идет. Да ты шо. Ну что я предлагаю? Я предлагаю копить деньги. И брать уровень. А что еще делать? Брать уровень, идти в уровень и кайфовать. А там, если маг слишком жесткий будет, то, соответственно, можно будет себе поставить морских. Чтобы он так жестко не сбривал. Ну, у него такой слабенький стол, что я думаю, что я его спокойно снесу. Там 6 рыцарей, 4 морских у типа. Ну, пока что предметы у него такие себе. Тут рыцарь с морскими. Ну, рыцарь с морскими меня вообще радует прям по полной программе. Немножко расстановку меняю. Не знаю, как это так сделаю расстановку. Надо, чтобы как можно больше... Вот ёб твою медь, под антимага поставил. А, ну на антимага Город сработал, отлично. Да, вот импресска у меня только что перевоплотилась и появился дубликат импресски. Охренеть. Вот это, конечно, хорошее изменение. Вот это в действительности хорошее изменение. Хоть чуть-чуть, ну, бафнули шаманов. Красота. Блин, вообще играть на шаманов, можно сказать, что это почти те же самые инсектоиды. Потому что, ну, на самом деле, вообще тоже ума играть на шаманах не надо. Вообще, вы не ролите предметы. Вам только надо грамотно соблюдать экономику и просто потом наролить себе шаманов. Все. В редких случаях, когда вам нужно будет именно думать. Ну тоже, шаманов попробую еще собрать. Если инсеков сейчас в десятки раз проще собрать, то шаманов в действительности попробую еще собрать. Это тот еще квест. Инсеков реально намного легче будет собрать. Сейчас еще кучу предметов на 35-м раунде возьму. Если, конечно, они переживут этот моментик. Ого! Ого, там Джакира плюнул на 6500. Ни хрена себе. Хорошо, что у меня спектра появилась. С некром. А, это дюк. Почти меня снес, прикиньте. Надо будет реально морских ставить, чтобы на 60% урона ему порезать. Охреневший какой. Чуть-чуть ролюсь, потому что у меня переизбыток денег. Чел на последнем месте какую-то дичь собирает, но мне кажется, он там хочет инсеков себе поставить по итогу.
Хотя непонятно, он там собирает на последнем месте вообще. Ну, то, что в меня так жестко плюнул Джакира, меня прям удивило. Надо будет, знаете, кого еще собрать? Сейчас же волшебное зеркало, оно получается слишком имбовое под антимага и под Манки Кинга. Надо будет обезьяну собрать. Обезьяну собрать с волшебным зеркалом. Я думаю, это прям будет пушечка. Там палка будет лететь, что не в себя. Опа, бэм. Бэм. А ну-ка, мой Джакира, плюнь. Пум. Не, Джакира как-то много урода носит сейчас, не кажется ли мне? Минус 23. Пивная панда. Спасибо. Чуть-чуть подраливаюсь, чтобы у меня просто не был переизбыток денег. Ого, там инвокер уже есть 2 звезды, считайте, что. Вообще, знаете, как классно, когда дюк появляется, и у него шаманы, волшебники и друиды. Это такой дюк жесткий получается. Маленькую цветочку можно собрать, чтобы она чисто на лицо прыгала. Будет классно, если мне сейчас 35-го раунда выпадут арканцы. Это же будет имбово. Но если не выпадут, в принципе, я на домах хочу собраться. Я не знаю почему, но дюк вообще не дамажит своей способностью. Это какой-то бред. Серьезно. Я не знаю, какие условия должны быть у дюка, чтобы он дамажил свои способности. Вот тут у него половина сейчас чистого урона, но непонятно, откуда эта половина чистого урона. В других играх, когда я его собирал в 3 звезды... Охренеть. В других играх, когда я его собирал в 3 звезды, то он у меня не дамажил вообще. Такое ощущение, что разработчики забыли ему прописать механику и работу его способности. Вот так. Не знаю, Фулл Горн, как по мне, он мне не нужен. Ладно, пофиг, идем в уровень потихоньку. ХП у меня дохренища. Предметы первого тира изменились, которые там есть у меня. Надо еще предметы легендарного героя будет позакидывать. Потому что как-то его вниманием обделил. Опа, генерал в 3 звезды появился. Двойные клыки, обезоружь, хорошо. МКБ отлично, хотя и Арчит классная тема. Арчит под импресску тоже шикарная тема, но я возьму МКБ, потому что там есть эльфы. Они меня бесят. Обезоружь возьму. Шарбезна возьму, кстати. Так вот. Плечико вот так вот. Сейчас я думаю. Думаю, как же все так правильно и грамотно раскидать. Святой Грааль мне нахрен не нужен, по сути. Ладно, кулончик заберу. Чел играет на эльфах, но по итогу кирит лешего. Интересненько. Так, ну идем тупо в уровень дальше. Нужен ли мне этот кулончик-то, а?
принципе. Или... Сложно. Сложно определиться, нужен ли мне этот кулон. Вообще мог бы уже морских поставить против магов. Убрать одну цветку, убрать одного горна. Ну ладно. Некров 3 звезды Бэмс. Ну да, реально, вот у меня только что дюк перевоплотился в импресску и появилось 2 импресски. Блин, ну это хороший баф. Очень хороший баф импресски. За это тупо лайк. Помянем одного чувака, не знаю, что он там собирал. Остался с магом 1 на 1. Ну чё, маг? Ты готов? Я думаю, ты готов. Готов к боли и унижениям. Опа, блинк. Сюда. Классно то, что еще шапка дает магическое сопротивление. Это ж вообще 10 из 10. Надо будет чуть-чуть подролиться и морских поставить полностью. Чтобы магу вообще не оставить шансов. У меня и шар бездны есть. И морских еще поставлю, то там вообще забей. Блин, не очень хорошие фигуры у меня перевоплотились. Так себе. Но, тем не менее, этого достаточно. Некор нормально надамажил. 11 тысяч. Ладно, выйду из экономики. Так, 4 морских. Здорово. Чё, маг? Как там эти делишки? 6 драконов. Котла в 3 звезды собрал. Интересно. Ну, у него там инвокер огромный. Че, кстати, он меня с доски выкинул. Не, ну это... Ну, это прям... Почему у тебя 6 драконов? Так, Варлок в 3 звезды. Прикольно то, что у меня маленькие, ну, вот эти дубликаты импресски, которые появляются, они с шаром бездны. И они тупо усиливают меня, помимо того, что изначально 4 морских есть. И они дефают мое перевоплощение. Все, пока. Ах ты ж, еще поживет один раунд, прикиньте. Сейчас 40-й раунд уже будет, он еще живет. Я-то думал, что я с ним уже закончил. Не, ну прикольно на шаманах вообще играть. Ну тоже, шаманы это та сборка, в которой ты в одном раунде бок, а в следующем раунде ты полный биомусор. Так это скажу. Вот так еще сделаю, еще одну импрессочку поставлю. Еще один посох 3-го тира выпал. Наследие выпало. Вот, кстати, реально, напишите мне в коммент. Наследие Духа Огня работает на дубликата импресски? Я, если честно, не помню, работает или нет. Мне пофиг, уже в уровень пошел. Так, сюда. Текс, это сюда. Вот так.
Ну, поехали. Давай, что у нас сейчас тут будет? А что это за камни вражеские были? Не понял. А чьи это камни только что были? Прикиньте. Ну, я выиграл. Вот это, кстати, та причина, о которой я говорил, что в одном раунде ты бог, в другом раунде ты полный. Я что-то просто не понял, что это были за вражеские камни. Каким образом он меня снес. Кстати, а зачем мне блинк? Я вот только сейчас осознал то, что зачем мне блинк. У меня же и обезоружь, и шар бездны. Нахрена мне этот блинк? Это гений. И вот так вот импрессочку посередине поставим. У меня же есть предметы-триггеры, которые будут заставлять шаманчиков перевоплощаться. Так, это тебе. Да чей это стан? Там откуда-то летят камни, они меня станят. Ну, теперь правильно его снес. Вообще без шансов. Чё-то не понял, откуда там камни летят. Чё за бред? Look up to the sky. The sun's rays have come down. В Марсе вроде хорошие предметы, но плохие, капец. Ну, не подходят под нее. Там парочку предметов подходит всего лишь. Это Рубик. А я-то думаю, откуда у него камни моего генерала? А у него Рубик, оказывается, есть. Жесть. Вот это да. А я-то думал, откуда эти камни Рубика. Фу, камни Рубика, камни генерала. Что-то заговариваться начал, капец как. Что я хочу сказать? Шаманы стали еще жестче, чем были. Ну, это чисто мое заключение, чисто мое мнение, то, что шаманы стали еще жестче. Если хотите апать рейтинг, тупо играйте на шамана. Я уверен, что даже шаманы отлично будут себя чувствовать через тех же самых волшебников. Просто собираете 3 шамана, и потом докидывайте остальных сильных героев, там, по типу антимага, обезьян всяких, там, контроля и тому подобное. Это тоже будет очень сильно. Поэтому я считаю, что шаманы — это имба. Мне до этого шаманы нравились, но я пытаюсь на шаманах играть очень редко, по той лишь причине, что, ну, это слишком просто. Ну, в общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Что думаете в целом по поводу шаманов и как их бафнули, тоже напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!